KKR24 Technologies. Всем привет! За 11 лет существования на рынке 61-й модели по-настоящему успела завоевать популярность среди мастеров, профессионалов, любителей радиоэлектроники по всему миру. Но, к сожалению, было и много недостатков, которые умельцы старались дорабатывать прибор, добавлять подсветку, приспосабливать автовыключение и так далее. А теперь получили наконец-то долгожданную новинку, обновление. Даже упаковка насколько преобразилась. Но главное здесь посмотрим, удалось ли производителю учесть все желания пользователей. Все это мы выясним далее в ролике. В комплекте первое встречает вот такой буклет, где производитель приглашает посетить сайт для скачивания электронного руководства пользователя, а также программного обеспечения. Руководство пользователя теперь стало намного ярче. Это уже красивая книга, где можете посмотреть все основные технические параметры прибора на китайском и английском языке. Сертификат соответствия с датой производства октябрь 2020 года. И еще пару буклет на китайском языке. Достаточно крупные шипы, приличный вес и длина порядка 1 метра. Провода мягкие и для коммутации высоких токов, как видим, 20 ампер. Можно снимать изоляционные наконечники. Адаптер для тестирования транзисторов. И теперь наконец-то нормальный USB провод для связи с компьютером. По красоте и качеству внешнего вида, думаю, тут не нужно лишних слов. Отличное качество материала. Все настолько красиво сделано. Четкое переключение селектора режимов, работу которого также сравним далее в ролике. Старой моделью опорная ножка открывается-закрывается легко. Нормальная фиксация на плоскости. Бронзовая вставка для крепления на штатив или кронштейн. Работает прибор от 4 элементов питания стандарта 3А. Это, конечно, емкость больше, чем крона-батарейка. И далее сравним, насколько поднялась эффективность от увеличения емкости элементов питания. Бронзовая вставка. В части силовой коммутации почему-то стоит предохранитель на 10 ампер, тогда как на крышке мультиметра значение в 20 ампер. Но в разговоре с китайскими друзьями объяснили это тем, что прибор в принципе позволяет коммутировать ток выше 10 ампер, но это только при кратковременном режиме измерения. Потому что для более точного измерения лучше все-таки использовать бесконтактный способ. Использовать для этого лучше трансформатор, потому что на больших токах будет нагреваться шунт, меняться сопротивление, соответственно будут уплывать показания тока. Но все же в цепи отличия от предыдущей модели есть, разумеется, в лучшую сторону. Прибор показывает 1,78 мм, тогда как на старой модели это показатель равен 1,5
55 мм, то есть новый прибор все-таки более точно будет измерять ток. По качеству пайки тут все отлично, никаких следов канифоли, все очень четко. В новой модели видим настоящее железное экранирование вместо фольги прошлой модели. Также во избежание попадения грязи и пыли видим, как организован кант. Еще внимание на гнезда шипов, как видно, насквозь открыты. Это прямая дорога для сбора мусора внутри мультиметра, тогда как в новой модели эти гнезда закрыты. Первое включение, и начинаем измерение с переменного напряжения и видим быстрое измерение, также индикация опасного высокого напряжения. А нажимая кнопку Select, попадаем в специальный режим измерения LPF Low Pass Filter. Появляется вот такой значок. Такое же значение бывает в кроссоверах, кто разбирается в аудиоаппаратуре. И метод измерения заключается в том, что нормально проходят измерения переменного напряжения с нормальной частотой, то в данном положении работает правило фильтрации, где не могут проходить высокочастотные сигналы, определенно превышающие порог, и для точного измерения подавляются лишняя частота, вернее ослабляет сигнал. Однако масштабы затухания сигнала будут зависеть много разных факторов, будут варьироваться от различных частот и от различных процедур фильтрации. Нажимая эту кнопку, сперва попадаем в режим фиксации максимального значения измерения. Здесь и, как видим, фиксируется максимальное значение. Нажимаем еще раз, и теперь можем фиксировать минимальные значения измерения. Удержание кнопки позволяет выйти из режимов Max-Min, а еще раз нажатие и удержание кнопки. Теперь это уже фиксация пикового значения максимального и минимального значения измерения. Если правильно понял, то для фиксации в этом режиме сперва нужно отключить нагрузку, включить режим и только потом, спустя пару секунд, подать нагрузку. И прибор может фиксировать максимальные, пиковые, стартовые измерения. Удерживая кнопку еще раз, можем выйти из данного режима. Теперь меняем положение селектора на режим измерения постоянного напряжения. Видим очень красивый дисплей. По счетчику разряда он особо не отличается от старой модели. Точно так же снизу реализована аналоговая шкала. Здесь тоже видим второй параллельный режим измерения. При нажатии на клавишу Select появляется вот такое мигание, переключение режимов измерения с переменного напряжения на постоянное напряжение. Сперва показалось, что это какая-то ошибка, но в разговоре с китайскими специалистами это для более точного контроля постоянного напряжения, для наблюдения на возможность высокочастотной интерференции переменного напряжения. Теперь пробуем измерить постоянное напряжение. Измерение достаточно быстрое. Максимум постоянное напряжение можно измерять до 1000 вольт. Точно так же и переменное напряжение можно измерять до 1000 вольт. А кнопкой Range можно выбирать сотые, десятые, тысячные доли. Как работает кнопка REL, функция относительного измерения. К примеру, на дисплее почти 19 вольт напряжение. Нажимая кнопку REL, обнуляем результат. И теперь все измерения будут проводиться относительно этого нуля, в плюс или в минус. Это очень удобно для параллельной подстройки, для
точного подбора количества компонентов, температуры и различных других относительных измерений. Пробуем еще измерить элементы питания. И видим, какая скорость измерения. В режиме измерения милливольтов здесь тоже можем измерять и переменное напряжение, и постоянное напряжение. Максимальное значение измерения в обоих режимах – это 220 милливольт. Идеальные углы обзора. В следующем режиме начнем измерение сопротивления с этого резистора 47 Ом. Прибор быстро, спокойно измеряет, но то, что цифра бегает, это зависит от надежности контакта и от качества шупов. Но здесь, как видим, все отлично. Резистор на 0,22 Ома. И, как видим, две цифры после запятой 0,23 Ома. Прозвон громкий, идет дублирование световым индикатором. Также смотрим отличную скорость отклика. Положение режима измерения тестирования диодов. Проверяем сперва напряжение на шупах. В принципе, неплохо, 3 вольта. Это при том, что используются элементы питания аккумуляторные с низким напряжением для питания самого прибора. И, как видим, спокойно можно тестировать светодиоды, но почему-то нет индикации падения напряжения. Почему, интересно, так сделано? У кого какие варианты, пишите, пожалуйста, в комментариях. А вот тестирование диода проходит отлично. Видим падение напряжения. Теперь измеряем конденсаторы. Как видим, все достаточно быстро. Желтый также измеряется быстро. А вот нанофарады тут измеряются еще быстрее. Только вот непонятно, почему нанофарады измеряются в режиме микрофарадов. Но зато очень точные показания измерения. Также видим быстрое измерение пикофарадов. Теперь смотрим на этот значок таймера. Если не пользоваться прибором определенное время, прибор автоматически выключается. Этой функции как раз таки не было в старой модели. И чтобы мультиметр мог бесконечно работать, для этого переводим селектор в режим OFF. Удерживая кнопку Select, включаем, и, как видим, на дисплее исчезает таймер, то есть сейчас прибор может работать до полного разряда элементов питания. Кнопкой Hold можем зафиксировать значение измерения, а удержание кнопки позволяет включить подсветку дисплея. Наконец-то сделали нормальное включение подсветки, и она теперь будет гореть ровно до тех пор, пока мы сами не отключим. Если не ошибаюсь, включение подсветки организовано на контроллере HY2613B. Следующий режим измерения — это частота и также процентное соотношение. Этот раздел мы будем пропускать,
потому что чисто по генерации разной формы сигнала у нас готовится видео по тестированию всех продуктов Unitrend. Будет отдельный полноценный ролик. Там вы сможете увидеть, сравнить разницу, работу частоты и скважности. В положении тестирования транзисторов можем наблюдать коэффициент трансформации. Адаптер очень удобно организован, удобным размещением эмиттера, коллектора и базы, в том числе и для SMD. Считайте, это еще одна дополнительная функция, которого не было в старой модели. Далее режим измерения токов в микроамперах, правильно организованное гнездо, отдельно для коммутации силовой цепи и отдельно для малых токов. Как видим, высокие токи нужно измерять не более 10 секунд и через каждые 15 минут. В микроамперах не будем тестировать, так как даже на холостом ходу видим уже большие значения тока. Измерение проведем в режиме миллиамперов. Можем измерить максимум 220 миллиампер. Видим, с превышением 220 миллиампер выдается ошибка. А дальше этого значения уже спокойно и достаточно точно отображает в режиме коммутации более высоких токов. И крайнее положение селектора – это так называемый NCV, обнаружение электромагнитного поля. Как видим, работа прибора идет с индикацией полосок на дисплее и светозвуковым оповещением. Теперь небольшое тестирование, на каком напряжении прибор будет включаться. Это важно для тех, кто будет использовать в качестве элементов питания аккумуляторные батарейки с низким напряжением. И как видим, на 4 вольта мультиметр запускается нормально. Не слышу никакого фонового шума, соответственно, спокойно может работать с аккумуляторами, так как для нормальной работы 4 элемента питания в совокупности дают 6 вольт напряжения. Но такой интересный момент, который заметил, это очень высокое потребление тока. Тогда как в прошлой модели из-за невозможности отключения синхронизации с компьютером была целая дискуссия по поводу неэффективной траты большой энергии, хотя, как видим, ток потребления был чуть более 2 миллиампер, пусть даже это будет с более высоким напряжением 9 вольт, это все равно примерно в 3 раза меньше, чем в современном аппарате. Теперь еще такой тест на потребление тока в выключенном состоянии в фоновом режиме. Болезнь некоторых приборов. С этим прибором тут все отлично, нет никаких фоновых потреблений, даже в положении микроамперов. Теперь немного попробуем и связь с компьютером. Для этого скачиваем программное обеспечение сайта производителя под конкретно свой модель. Установка программного обеспечения ничем не отличается от установки других программ. Справа в настройках можем поменять параметры. Слева наверху это включение и отключение синхронизации. Пошел процесс измерения, идет фиксация времени, режима измерения, типа измерения, все параметры. На правой части строится графика, анализ. Сверху во вкладках уже
можем непосредственно управлять прибором, включать различные режимы. Можно также включать-выключать подсветку, фиксацию измерений, также переключение из автоматического режима измерения в ручной режим. В общем, тут все очень грамотно организовано. При переключении на режим измерения переменного напряжения справа графика уже меняется на две части. Скорее всего, разбивается на отображение синусоиды формы сигнала. Полученные режимы измерения можно выводить в разные форматы, то есть сохранять полученный результат. Этот анализ данных также можно вывести в формате Excel, либо при желании все это можно сразу вывести на бумагу. Реализовано все очень грамотно, и главное, все это четко работает. Теперь небольшое сравнение со старым прибором. Первое — это то, что увеличился в размере новый аппарат, как в ширину, длину и в толщину, хотя старый образец тоже очень хорошо лежит в руке, а то, что реально изменилось в лучшую сторону, это селектор-переключатель режимов. Он стал немного меньше, но при этом посмотрите, какой комфортный режим переключения, то есть с помощью одной руки, а прибор четко стоит на своем месте. Тогда как в другом приборе большего диаметра селектор, соответственно, нужно прикладывать больше крутящего момента, силы. Он тут гораздо стал лучше и куда приятнее держать в руках силикон, резину, чем голый пластик. Все равно есть большая разница. Но и вот этот значок, индикация работы связи с компьютером, в новом приборе можно включать и выключать. Подводя итоги, скажу, что новый прибор однозначно лучше старого прибора практически по всем параметрам. Стало намного больше функций, прибавилась подсветка, автовыключение, но также изменились чуть-чуть, стало больше значения диапазонов измерения, но скорость работы и точность работы осталась такой же отличной, как в старой добротной 61 серии. И сердцем системы служит микроконтроллер HC32L130, если не путаю, семейство которых содержит процессор ARM Cortex, ядро который часто можно встретить в смартфонах, приставках, камерах и так далее. В целом это совершенно новый, функциональный и очень красивый прибор. Здесь, конечно, хотелось бы видеть элементы питания 6 штук стандарта 2А или хотя бы 4 штуки, и тогда этому прибору не было бы цены, потому что хоть и увеличили емкость элементов питания, но и в разы возросло потребление, соответственно, продолжительность работы осталась прежним. А если сравнивать с крупной 15 моделью, то 61 серия выгодно отличается компактными размерами, богатым функционалом и более маленьким весом. Поддержите развитие канала любым комментарием. Всем спасибо за просмотры и лайки. Пока-пока.